надежно и недорого. Они занимают мало объема и практически не мешают пехотинцу. При этом являются самым эффективным оружием на коротких дистанциях. Современные ручные осколочные гранаты наводят ужас на противника и позволяют существенно расширить тактические возможности малых отрядов и взводов. Гранаты современного типа были, в сущности, изобретены во время русско-японской войны. Многие страны производят их, и даже после появления управляемых боеприпасов и зарядов подствольных гранатометов, ручные гранаты не потеряли своей роли на поле боя, благодаря своей универсальности. Сегодня мы поговорим о гранатах, состоящих на вооружении лидирующих государств мира. Открывает наш парад ручная наступательно-оборонительная граната ДМ-51 Германии. Граната имеет цилиндрический пластиковый корпус в форме шестигранной призмы, снаряженный 60 граммами тена. Для превращения гранаты в оборонительную служит съемная пластиковая бочкообразная рубашка, в которую залиты 6500 стальных шариков диаметром 2,3 мм, дробь 8-9 номеров. При надевании рубашки на корпус ее крышка поворачивается на 90 градусов и фиксирует рубашку. Граната используется с запалами ДМ-82 и ДМ-82А1Б1. Особенностью запала ДМ-82 является возможность хранения гранаты с установленным запалом за счет повышения безопасности от случайного подрыва детонатора. Ручная оборонительная граната МДН. Осколочные оборонительные гранаты МДН моделей 11, 21, 31 и 61 производства ДИЛЬ составляет единую серию и различаются фактически только количеством готовых осколков. Все гранаты имеют толстостенный пластиковый корпус с выпуклыми стенками, продольными и поперечными ребрами жесткости на внешней поверхности. В стенках корпуса залиты стальные шарики. Радиус зоны поражения достигает 20 метров. Разрывной заряд из флегматизированного тена помещен в корпусе так, что оказывается окружен слоем осколков со всех сторон. Ручная оборонительная граната Л2А2. Эта штатная граната британской армии является фактической копией американской М26. Яйцевидный корпус состоит из двух половин, отштампованных из листовой стали. Снизу закрыт пробкой, сверху имеет гнездо с резьбой для установки запала. По внутренней поверхности корпуса уложена спираль из 27 витков стальной проволоки. При взрыве образуется 1200 осколков весом до полуграмма. Разрывной снаряд включает 170 граммов смеси тротила и гексогена. Запал Л-25А6 имеет стандартную схему с поворотным ударником, пружиной, работающей на кручение, откидываемым предохранительным рычагом и чекой с кольцом. Рычаг зафиксирован чекой, прижат к корпусу и удерживает во взведенном положении ударник. После броска рычаг отделяется. Ударник резко поворачивается под действием пружины и наносит своим жалом удар по капсуле-воспламенителю. Луч огня поджигает замедлительный состав, который после выгорания инициирует капсуль-детонатор. Фирма Helley & Wheeler выпускает серию ручных гранат Е100 с электромеханическим запалом. Осколочная Е105 имеет цилиндрический корпус из легкого сплава и слой готовых осколков в виде 2000 стальных шариков. Запал имеет предохранительную чеку с кольцом, неотделяемый предохранительный рычаг. После срабатывания ударника воспламенение замедлительного состава производится электрозапалом от миниатюрной батареи. Оборонительная модель HG78 имеет шаровидный пластиковый корпус с продольными и поперечными ребрами жесткости на внешней поверхности. Корпус вмещает разрывной заряд
весом 75 грамм и 5500 готовых осколков в виде стальных шариков. Это обеспечивает так называемую контролируемую осколочность, при которой повышается плотность осколков в зоне поражения, и в то же время опасная зона, в которой осколки имеют убойную силу, сводится почти до размеров зоны сплошного поражения. Небольшие и сравнительно легкие стальные шарики при взрыве получают значительную скорость разлета, делающую убойным практически каждый осколок, но быстро теряют энергию. Граната Arges HG модели 84, модернизированная HG78, выпускается в оборонительном и наступательном вариантах. Оборонительная граната имеет пластиковый яйцевидный корпус, внутри которого помещен слой из 5300 готовых осколков в виде шариков диаметром 2,3 мм. Это позволяет достичь высокой плотности осколков в зоне поражения. Так, при взрыве на земле в горизонтальном положении на расстоянии 5 метров от вертикальной мишени, установленной на высоте 1 метр, на мишени получалась особь с плотностью 14,3 осколка на 1 квадратный метр. Наступательный вариант не имеет осколочного элемента и отличается, соответственно, меньшим весом и мягкой прогибаемой поверхностью корпуса. Поражающее действие наступательной гранаты основано на фугасном эффекте и ограничено небольшим радиусом. Запал дистанционный, стандартной схемы с поворотным ударником, откидываемым после броска рычагом и предохранительной чекой с кольцом. Шведская ручная граната направленного действия SHGR-07 является подпрыгивающим боеприпасом направленного действия. После броска и падения на землю граната с помощью пиротехнического заряда подпрыгивает в районе цели на высоту 1,5-2 метров и подрывается. При подрыве за счет специальной ориентации гранаты разлет готовых осколков производится строго вниз, в конусе радиусом около 4-5 метров, обеспечивая очень высокую концентрацию осколков в данной зоне поражения. Причем осколки на такой дистанции пробивают стандартные пехотные кевларовые бронежилеты. В то же время разлет осколков в другие стороны минимизирован, что позволяет избежать поражения своего личного состава или третьих лиц, например, гражданских. На испытаниях при подрыве гранаты на высоте полуметра в конусной зоне поражения вниз радиусом 5 метров оказывалось 98% осколков, и лишь 2% разлетались в другие стороны, причем на дистанцию не более 10 метров. В качестве дополнительной меры минимизации побочного поражения готовые осколки спроектированы таким образом, что они быстро теряют убойную силу на расстоянии. Утверждается, что на дистанции 30 метров такие осколки задерживаются уже обычной одеждой. На испытаниях на такой дистанции осколки не пробивали алюминиевый лист толщиной 0,8 мм. При этом у гранаты минимизирован так называемый верхний конус дробления. При этом, согласно заявлению разработчика, граната SHGR-07 остается весьма дешевой, поскольку в ней не используются никакие сложные электронные взрыватели и тому подобное, а весь эффект действия достигается введением дополнительного пиротехнического заряда и оригинальными компоновочными решениями. Сам взрыватель имеет 3 степени задержки, позволяя использовать гранату в качестве обычной ручной гранаты, взрываемой с замедлением без подпрыгивания. Для этого достаточно перед использованием вывинтить из днища гранаты винт инициации второго заряда. Про современные российские ручные гранаты я рассказывать не буду, так как их просто не существует. Не поспорю, что РГН и РГО по-прежнему остаются серьезным оружием, но в век информационных технологий нам действительно стоит создать что-то новое и уникальное. Благо, ресурсов у оборонки сегодня хватает.
храните запалы отдельно от гранат и подписывайтесь на канал. Всем пока!